Ваша вторая половинка. Что сейчас происходит с вашим партнером, с вашим мужчиной? С человеком, который вам дорог. Первая карта. Первая карта — дьявол. Вот как неожиданно, да? Мужчина сейчас находится в руках у злого духа, можно сказать, да? То есть то, что он делает, так как он поступает, ему может быть не свойственно, это им руководит какой-то злой дух. То, что сейчас с ним происходит, он не может контролировать, потому что он находится в руках у других людей. Другие люди им управляют, другие люди имеют над ним власть, другие люди его запугали, дали ему ложную информацию, другие люди имеют над ним сильную власть. Так что мужчина сам не знает, что творит, и то, что он делает сейчас, это вас может озадачить, это для вас может быть странно, но это является вот его таким неестественным проявлением, потому что им сейчас управляют злые силы. На мужчине может быть приворот, на мужчине может быть негативное влияние. Мужчина подвержен какому-то злому духу здесь. Вот в чем дело. Может быть, бывшая манипулирует, мать, другая любая женщина, дети очень часто манипулируют, очень часто. Во всяком случае, вот что с мужчиной происходит. Может быть, он привязан к привязанностям, таким как алкоголь. Я смотрю только прямые. Это карта звезда. И она говорит мне прямо и четко, что мужчина хочет найти свою звезду, хочет проявиться. И иногда, чтобы проявиться, например, в профессии или где-то, конкуренция сейчас дикая везде, да, мужчина почти продал свою душу дьяволу, чтобы проявиться. Может, какие-то махинации, он занимается какими-то махинациями, может, хочет кого-то обмануть. В общем, мужчина очень хочет прославиться в своей профессии, состояться как личность, улучшить свой жилищный вопрос, поднять себя на какую-то вершину. Звезда и две карты старшего аркана. То есть здесь четко и понятно, что мужчина сейчас находится где-то в очень и очень серьезном положении касательно его будущего, касательно его жизни. То есть он действительно сейчас проходит какой-то период очень важный. Посмотрите, все три старших аркана. А также эта карта императрица. Он ищет свою императрицу. Или, может быть, он себя ведет как императрица. Как императрица немножко такой, знаете, капризный. И хочет, чтобы ему все подчинялись. Мужчина ведет себя неадекватно, скорее всего, по этому раскладу. Но потом все старшие арканы, все три старшие арканы говорят мне, что это все не случайно. Вполне возможно, что кто-то на мужчину воздействует для своей выгоды. Три старших аркана вообще такое редко бывает, так что здесь четко. Мужчина находится под воздействием. Еще один старший аркан. Эта карта очень мощная, потому что карта подвешенного. Он в подвешенной ситуации. Понимаете, он себя действительно может вести как-то по-женски, пассивно, потому что он сейчас находится в подвешенном состоянии. Какие-то обстоятельства сдерживающие есть. Может быть, сдерживающий вопрос – это те препятствия, которые между вами, те, может быть, бытовые какие-то препятствия, социальные, финансовые препятствия, если там что-то с деньгами не потянет он вас или вы его, вот что-то связано с какими-то обстоятельствами. Или люди препятствуют ему. В общем, мужчина находится в сложной ситуации сейчас. И он вот как бы затаил дыхание, как бы думает, что если я не буду сейчас высовываться, если я не буду ничего делать, обстоятельства сами собой разрешатся. Может, он пообещал вам, что он повлияет на обстоятельства, что он что-то исправит, что-то поправит, что-то сделает лучше. Но у него как-то не идет с этим делом, и он вот пассивно, императрица пассивно, конечно, пассивно, но повешенная еще более пассивно себя ведет по отношению к вам.
Потом вот эти две карты, опять все старшие арканы, смотрите, говорят, что он действительно чувствует себя звездой, или для некоторых проиграется, что он вас видит как звезда, как императрица и хочет вам угодить. Здесь тоже такое может быть. Я даю разные варианты, чтобы вы себя узнали и поняли, как этот расклад именно с вами работает. Но 4 старших аркана, включая дьявола, так что для многих проиграется, что мужчина сам за себя не отвечает. С ним происходит что-то очень странное. Он сам за себя не отвечает. Это рыцарь жезлов. Мужчина даст о себе знать. Очень скоро он скажет, он объявится. Он скажет, что такое с ним происходит. Он вам объяснит, почему он, например, пропал, почему он не писал, почему вы чувствовали, что он отдалился, охладел. Он объяснит. Он не охладел, потому что 4 старших аркана никак об охлаждении не говорят, конечно. Понимаете? Он никак не охладел, но он решает какие-то вопросы, насущные вопросы сейчас решает. И пока он эти вопросы не решит, он, конечно, будет вести себя странно, прямо скажем. Смотрите, еще один старший аркан. Я в этих рамках смотрю только прямые карты, и это карта сила. Он хочет войти в свою силу, он хочет победить дьявола, он хочет стать звездой, хочет прославиться в профессии, хочет заработать хорошо, хочет показать вам, что он настоящий мужик, что он может сделать то, чего вы от него ждете. И это правильно, что вы от него ждете. От мужчины нужно ждать действий благородных, достойных человека. И он знает, что это нужно сделать, и он знает, что ему никак уже не отвильнуть, ему никак не уйти от этих действий, которые вы от него ждете. Сила, он войдет в свою силу и сделает то, что должен. Уже у нас 5-й старший аркан. Расклад очень-очень мощный, конечно. Но рыцарь здесь говорит, что будет связь, будет встреча. Да, кстати, рыцарь жезла вместе с силой, эти 2 карты, говорят часто, что человек, о котором вы сейчас спросили, он очень страстный. Он очень страстный, и он очень хочет вам это доказать. Он мечтает о вас, он скучает, он хочет встретиться, и рыцарь говорит, что он даст о себе знать. Весточка – это СМС, это телефонный звонок, и он пригласит вас на свидание, он проявит свою силу. Сейчас у него такой период в жизни, он как-то формируется по-новому. Смотрите, сколько старших арканов, да? Он формируется по-новому, он входит в свою силу, и вы его не узнаете. Я возьму 2 карты совета. Вы его просто не узнаете. Это новый человек. 9 пентаклей. Я, как сказала, так и есть. Завязана на деньгах. Мужчина хочет заработать хорошо. Он хочет, чтобы у вас с ним был достаток. Может быть, у вас стесненные жилищные условия. Он хочет улучшить жилищные условия. Может, хочет более просторную квартиру, заработать на квартиру, на ипотеку. Или купить вообще за наличные даже. Вот по этим картам столько старших арканов, он может даже за наличные хочет купить квартиру. Он заинтересован в том, чтобы иметь с вами очень серьезные отношения. Он хочет иметь дом, полную чашу, он уже планирует даже детей, если еще нет, или внуков планирует, но он планирует с вами такие откровенные, честные отношения, где оба достойные люди. Видите, как он взял вот так вот, руки так вот стоит, это значит, он доволен тем, что имеет, он вот видит себя, визуализирует себя таким, доволен тем, что у него есть. И вы при работе, то есть оба работают над отношениями. До сих пор только вы работали над отношениями, а сейчас оба будете работать над отношениями, потому что он поменялся. Паж меча. У него какие-то были осложнения. Или мужчина себя плохо чувствовал, или мужчина был в сложных, отягощающих обстоятельствах. Мужчинам руководили, управляли. Паж – это кто-то хлопотал, чтобы его очернить перед вами, кто-то хлопотал, чтобы нарушить ваш покой. Но это карта магического воздействия. На мужчине было магическое воздействие. Это 2 жезлов, это карта перспективы развития отношений. Я точно скажу, что по этому раскладу мужчина сейчас стремится улучшить свое положение. Он стремится доказать на деле, что вы ему не
чужой человек, а близкий, самый родной, самый желанный. Он стремится доказать на деле, что он вас любит. Он хочет дать вам знания о себе, но он хочет так это преподнести, потому что встреча будет, я смотрю, здесь же рыцарь жезлов есть, он стремится, он скучает, у него вот эта страсть, она накапливается, и при встрече он вам скажет два пути, как выйти вот в лучшее состояние. Двойка – это взаимодействие, вы и он, двойка жезлов. И, кстати, вы тоже скучаете, у вас тоже есть к нему страсть. Признайтесь, может быть, некоторые из вас даже себе не признаются, что есть страсть и желание быть вместе, и по этой карте вы точно встретитесь. У вас вообще-то большое будущее по этой карте, да, большое будущее. Вы будете вместе, вы будете счастливы. Вселенная благоволит к вам. Двойка жезлов – это взаимные чувства. Мужчина откроет свои чувства вам, взаимные чувства у вас есть друг к другу. И это карта несомненного счастья. Карта несомненного счастья. Так что все будет очень хорошо, замечательно. Не сомневайтесь, дорогие мои. Сейчас я заберу карты Таро и скажу, что я вас люблю, обожаю, и мы обязательно с вами будем видеться, чтобы вам прояснить ваши вопросы, да? Я точно знаю, что у вас, девочки и мальчики, все будет просто замечательно. Со своей стороны хочу сказать, что я вас очень люблю, и для меня важно сделать для вас расклады, вам помогать. Подписывайтесь на канал, это для вас очень выгодно, здесь все для вас. А также оцените мою работу, поставьте пальчик вверх или вниз, потому что выразить эмоцию – это очень полезно для вашего здоровья. То есть выразить эмоцию и оценить мою работу. Но я знаю, что у вас все будет просто замечательно. И еще я знаю, что мы с вами обязательно скоро увидимся. До новых встреч. Пока.